Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Edenium 1.4. Ну что же, начинаем! Да, ребятки, прошлая серия выдалась эпичной. Я бы сказал, даже очень эпичной, ведь мы убили босса Игниса. Также мы убили Визора, мы получили звезду Незера, получили вот такой вот крутой меч Солярис, а также поломали почти полностью нашу броню. Но это из таких интересных новостей, которые у нас случились в прошлой серии. Также у нас стоит здесь маяк. Также у нас потихонечку все продвигается, все развивается. И вот такой вот крутой мячик мы, собственно, получили. Вот такой вот. Да, не забывайте там телеграм-канальчик, подписываться там, комментарии, писать лайки, ставить. Собственно, да. И что в этой серии будет происходить? Я на самом деле, честно, и сам без понятия, потому что нам пора броню чинить, нам пора много чего делать другого, поэтому, скорее всего, эта серия будет довольно лайтовенькой. Ну, наверное, я, честно, пока еще не в курсе. Наверное. Потому что, почему? Потому что нам надо жителей. Нам нужен житель на починку, для того, чтобы зачаровать наши предметы как раз-таки на эту же и починку, потому что броня вся поломана, меч скоро сломается, кирка скоро также сломается. И также я в прошлой серии говорил, то, что мы убьем там какого-то Игниса, ну, убили уже, вернее. Мы сделаем крутую броню, сделаем вот эту вот турбо-мега-супер-пупер, нет, не вот эту супер-мега-турбо крутую броню, но по итогу, к сожалению, мы ничего не сделаем, потому что ни гнитовых слитков у меня нету. Ну, вернее, как? Они есть в количестве 3 штук, но нам-то нужно сколько? Здесь получается 1 штука, ну, то есть в общей сумме 4, и еще здесь нам надо нафармить. Но это не проблема, ладно, это такое себе. Самая большая проблема это вот она. Самая большая проблема это магическая ткань, ведь мне снова нужно фармить, во-первых, вот эти вот штучки, эссенция волшебства, это во-первых. А во-вторых, мне нужно фармить заново всю ткань, которая у меня в наличии всего лишь... Сколько у меня тут их лежит? А их даже тут не лежит, потому что я потратил на починку брони. Так что у нас проблемы очень большие насчет этого. Да, поэтому я сегодня буду заниматься жителями. Ну как, нам надо это сделать, потому что пора. Я, наверное, как поступлю? Я сейчас возьму просто много дуба, вот этого вот, и сделаю просто маленькие комнатушки для того, чтобы стояли они где-то там возле в стороне коровок, с той стороне, или даже вот в этой вот стороне, кстати. Нам сильно много жителей на самом деле и не надо. Нам надо всего лишь, сколько получается, на починку можно. На что еще? Ну, прочность у меня и так везде здесь есть. Ну, прочность еще можно попробовать выбить, к примеру. И я не знаю, что еще можно выбить. Но острота мне не сильно надо. Поэтому да, нам надо по факту 4 жителя. Больше нам по сути и не надо. Только, кстати, я немножко тупенький. И все. Да, по сути, все. Также я, кстати, посмотрел по поводу того, куда нам дальше в следующей серии отправляться. Ну, точнее, не в следующей, может, даже в этой серии мы отправимся. Ух, я могу сказать, что будет жестко. Мне нужно будет сильно подготовиться. Как раз таки я и хочу сделать себе эту броню. Потому что то, куда мы в следующей серии отправимся, поверьте мне, заслужено не то, что лайка даже. Она заслуживает и подписки, и лайка, и всего, чего только можно, потому что... Ну, понятное дело, мы пойдем на боссов. А вот каких боссов мы пойдем, вот это уже интересный вопрос, на который я вам отдам ответ, скорее всего, в следующей серии, возможно. Ну, скорее всего, потому что в этой серии мы будем заниматься таким больше... домашней обстановкой, блядь, мне кажется, эти порталы нас скоро уже вдвоем с тобой задолбят конкретно. Пусть будет стоять вот так. Все, готовы у нас маленькие комнатушки. В каждую из этих комнатушек желательно подкинуть факелок, для того, чтобы наши жители будущие там не офигели от жизни. И также, само собой, нам нужно будет еще сделать кафедры. Кафедры нам нужны для того, чтобы сделать из жителя как раз таки вот такого вот библиотекаря, благодаря которому мы сможем уже создавать книги на починку, ну, выторговывать, в крайнем случае. Вот, поэтому нам нужно ее сделать. Это делается с помощью книжных полок, по сути своей, так, книжки. И что еще? Ну и доски. Больше нам ничего такого не надо. А, вот, кстати, еще 2 зеленые ткани у нас, оказывается, есть.
Надо, кстати, еще иметь в виду тот факт, что нам нужно... сколько? Нам нужно 2 штуки сделать. Ну, чтобы было в общей сумме 3. Потому что в чем прикол? Что нам же нужно еще где-то изумруды получать. Вот еще в чем нюанс. То есть, то, что я сделаю библиотекаря, сделаю у него починку, это одно. То, что мне нужно как-то получать еще, помимо всего прочего, извините меня, изумруды. Потому что изумрудов у меня так-то не сильно много, стак всего лишь. Ну, то есть, да, с одной стороны, это много, это жесть, это прям хорошо. Даже близко. Хорошо, поверьте мне на слово. Также давай сделаем сейчас немножечко факелков. Для того, чтобы нашим жителям там... Муха. Для того, чтобы нашим жителям там не было темно. И еще нужно будет кровати сделать. И, кстати, что у нас по сезону? Сезон у нас середина осени. Хорошо, значит, еще не зима, жить можно. Сюда поставим факелки. И все, осталось сюда только лишь жителей попритаскивать. Но это будет на самом деле долговато довольно, потому что нам придется идти в деревню, там забирать жителя, приносить его назад, потом еще раз туда же. Короче, это займет очень много времени, потому что нужно жителей таскать, бегать туда, назад, туда, назад, туда, назад. Короче, да, нам нужно вроде бы в ту сторону, даже если не ошибаюсь. Давай мы сразу, наверное, поставим сюда 3 кафедры. Раз, два, 3. Там будут кровати стоять. Для того, чтобы жителям было покомфортнее намного. И сейчас вот с этой вот деревни умных, крутых исследователей и жителей мы закинем их в вашу деревню. Только у меня вопрос, тут вообще жители еще есть в наличии? О, конечно есть, пошли со мной, братан. Да, и вот таким вот незамысловатым образом нам нужно сейчас лететь домой и... перетаскивать таким образом жителей. Да, еще, кстати, скорее всего, так как нам еще нужно будет еще накопать незерита 4 штуки, еще помимо всего нам нужно еще алмазы, тоже нужно, не стоит забывать, потому что нам нужно будет... Хотя нет, нам алмазы не нужны. Хотя нет, алмазы нужны, ладно. Я просто думал, что мне надо... Ой, зачем? Куда я бегу? Я просто думал, что нам не надо много этих. Оставься. Давай, включайся. О, хорош. Покупал, ничего не покупал, должен скоро по-другому стать. Потому что нам, смотреть, для брони здесь ничего не надо такого, чтобы использовать кузнечный шаблон. Но вот здесь он как раз-таки нужен. Как раз-таки здесь нужно 7 алмазов. Поэтому вот это, к сожалению, маленький такой нюанс, который нужно будет изменить. Поэтому сейчас я давай сбегаю за жителями и вернусь, когда они уже будут стоять. Не прошло и 3 года, и у нас стоят жители. Они, правда, сейчас, скорее всего, будут торговать на что-то непонятное, то, что нам явно не надо. Но вот, кстати, по поводу лучника, надо сейчас нам взять и сохранить данный рецепт, чтобы он нам с помощью палок давал изумруды. Потому что, смотри, те, кто не знает, объясняю работу, механику торговли жителей. Если вы берете, торгуете с ними на какой-то... один из рецептов, то есть, например, да, палки изумруд, то он свою профессию менять не будет. То есть он не сможет ее убрать, не сможет ее поменять. То есть у него всегда будет одна и та же профессия. То же самое, вы можете даже сломать блок профессии, все равно они будут стоять и кайфовать и жить не тут жить. Но если вы хотите поменять торги, то это делается чутка потяжелее, но не настолько, как могло казаться на первый взгляд. Нужно вот так вот просто стоять, ломать ему кафедру, он будет подходить, и вот так вот таким вот образом просто брать и выбивать нужный нам чар, то есть те же самые, например, починки. Ну, либо же что-то другое, то, что можно нам использовать, то есть ту же самую прочность, к примеру, либо какой-то другой интересный чар. Улетаю на Гаити! Победа! Починочка получена. Но это лишь первый из всех. Но мне на самом деле нужна сейчас только починка. Мне больше, чтобы таких прям сильно других важных каких-то, не знаю, зачарований не надо. Мне на самом деле реально только починка надо. Это мне, получается, надо взять 4... Нет, даже 5 починок, наверное, максимум 4 взять.
Ну, на кирку пойдет, ничего страшного. Может, хотя я могу взять, наверное. Ну, иди сюда. Да, могу взять. Давай, сейчас. Возьмем побольше. Где-то мои куча миллиардов палок. Let's go. Сейчас как возьмем, как Ой, да, все. Сейчас только монстров нужно дождаться. Либо хотя... А иди сюда, у меня вот палки есть. Иди сюда! Давай мне чуть-чуть изумрудиков, спасибо. И давай еще одну починку. Все, можно пока жителями закончить. Сейчас как мы делаем? Мы берем, кидаем на... Сколько опыта надо? 17. А тут 3. Ну, прикол, прикинь. А тут 3. Вот это нифига себе. Не, ну, ладно. Главное, что... Короче. Мне самое главное, то, что зачаровалась кирка на почин. Мы сейчас можем просто отправиться в Незер. И, кстати... Нет, не в Незер. Подожди, не в Незер. Смотри, мне много кто писал, чтобы я сделал зачарование молот. Вот этого вот. У меня всего лишь, к сожалению, есть эпическое чернил. Я хотя могу в целом сделать и покруче. Редкие из редких я необычные, из необычных обычные. Но надо будет очень много чернил. А у меня всего лишь 2 эпических. Поэтому давай возьмем все-таки тебя. Кстати, у меня еще руна огня будет еще одна. То есть я могу взять броню. Ну зачем? Давай только перед этим поспим. Значит, нам нужно изумруд, вроде бы, если я там правильно увидел, для того, чтобы сделать... Ну да, изумруд. Изумруд, бумага и так называемый чернильник. Раз, два, три. Так, где мой молот? Вот мой молот. Только проблема в том, что нам нужно изучить... не изучить, точнее, а получить штучку, которая позволяет открыть именно призывные заклинания. То есть из того же вот мода... Где манускрипт? Манускрипт, вот. Так, Aqua, Techno, Sound, Fire, Ice, Trapta. Evocation вроде? Да-да-да, Evocation. Нам нужно взять 4 вот таких вот штучки. Соединить их вот здесь и получить один свиток на изучение призрачного. Та-дам! Давай только, я не знаю, берем, наверное... Блин, я бы вот это убрал. Но мне здесь не... Тепловой всплеск оставим. Ну, вот это можно пока убрать. Давай запишем. Все. Готово. А вот это можно пока вот сюда выложить. Так, аккуратненько, чтобы оно здесь было. Все остальное можно выкладывать. И что, сейчас мы просто отправляемся в Незер. На добычу незерита. И, по сути, своей все. Алмазы, к сожалению, никак сделать не смог, потому что алмазы нужно искать. Хотя я могу так же само поискать алмазы, просто побегая. Ну да, очевидно, катализатор могу в алмаз перекинуть. Вот так. Но, скорее всего, я получил осколок алмаза. Ну, не знаю, посмотрим. Только мне нужно взять фонарь душ. А, и, кстати, он почти разрядился. Мне нужно взять еще кусочки этих душ, которые у меня лежат на складе. Блин, я мог зайти через эту дырку. Где? Вот сюда, ростки душ. И по сути все. Оно копает сколько? Молот копает 5 на 5 на 6. Нифига себе ты копать будешь. Ну так я думаю, незерит я сейчас найду буквально за секунду. Ну будем по крайней мере на это надеяться. Да, сейчас нам нужно по сути просто спуститься под землю. Накопать сколько? Раз есть. Раз, два, три, 4, 5. 5 незерита, это 20 обломков нам нужно копать прям. Ну да, 20 обломков. И потом пойдем еще в алмазики покопаем. Ну, а Игниса я не знаю, блин, как убивать. Игниса я без понятия вообще. То есть, по сути, мне нужно еще раз убить Игниса. Минимум один раз. Как раз у меня одна призывалка еще есть, кстати. Ну, блин, ну драка с Игнисом будет сильно долго, по ощущениям, идти. Она будет прям, ну, сильно. Не сильно идти. А хотя других вариантов у меня нету. Надо в любом случае Игнису. Но мы сделаем броню тогда получше. В любом случае. Мы сможем сейчас сделать просто прокачанную версию, так скажем. И просто убивать, и потом сделать еще более прокачанную. Потому что нам, по сути, надо... Ну, и в лучшем результате нам нужно получить 3 штуки. Нет, даже 2. Потому что 3 у нас есть. Это на броню уйдет. Еще одну на одну часть брони. И еще одну на книгу заклинаний. И может быть даже посох у нас получится. Если получится, конечно. Ну ладно. О, ад, милый ад. Тебя тут довольно жарко. Хотя нет, я бы не сказал даже. А нет, сказал бы. Ну а что нам надо? Нам нужно сейчас взять мой меч. Спуститься там, где не будет лавы. И желательно, где не будет вот таких вот крутов. У меня броня сейчас поломается вся. Ну слава богу, я ее починить могу. Я сейчас испугался за свои ботинки. Но правда здесь прочность в минусе.
Я не знаю, смогу ли я... Что это за место? Бастион? Или это, мне кажется, чуть не бастион? Посох, манускрипт, обсидиан. Нет, это... Этот... Бастион, да. Ага, вот и лава. Вот и еще лава. А я его, кстати, могу по шейдерам смотреть. И смотри, какой я крутой. Да блин, мне все равно жарко, жесть. Все, здесь уже мне полегче стало. Так, и вот, кстати, интересный квешн. У меня сейчас что чинится? Кирка, скорее всего. И мне здесь ни хрена не видно, на самом деле. Я не знаю, какая-то высота. Да, мне тут опять становится жарко, жесть, потому что я к лаве подошел. Тут мне вроде полегче, да, значит можно куда-то туда копануть. Я не знаю, на какой высоте. А как понять? У меня вроде бы глуминометр есть, вот, да. 4 меди и 1 редстоун. А мне, ну, конечно, откуда у меня медь будет? А у меня она не пишет, на какой высоте. Еще высота 0. Так, понял. Ну, сейчас просто докопаемся куда... Угу. А ну, давай, посох. Понял вас. Копанул так копанул. Давай, лава, уходите. А мне МКРС даже, наверное, не поможет. О, не-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 не. Тут сильно жарко. Меня прям мутузит пипец как сильно, видишь? Я вообще ничего не вижу. Меня же в реальной жизни тошнить начнет. Так, тут лава есть, где? Фак. Здесь лава есть. Куда мне копаться? Да, видимо, я неудачно чуть-чуть место выбрал. Хотя вот вроде более-менее. Во-во-во, мне тут должно быть хорошо. Все, спокойно. Ну тушись! Дом, милый дом. Накопал. Долго, муторно, но накопал. 24 штуки, даже чуть-чуть побольше. Я уже, честно, даже... Я уже в моменте просто сбился со счета, когда у меня находится назерит. Я просто, ну, реально уже сбился со счета и потерялся, когда я буду назерит. Поэтому накопал 24 штучки. Сейчас наша цель какова? Взять эти 24 штучки и все их переплавить. Это тут железка переплавлялась. Прикольно. Также у меня же тут немножечко выбилась эссенция волшебства. Это я к чему просто веду? Это я веду к тому, что нам можно сделать еще одну ткань, дабы нам починить ботинки, чтобы они чинились. Потому что это жесть. Хотя я даже не знаю, смогу ли я их починить на самом деле. Смогу... Блин, куда я дел наковальню? Потому что, да, ну, учитывая, сколько опыта просто потребовалось... ну, 1 уровень, 2, проблема. Просто учитывая то количество, которое мне потребовалось для этого, для того, чтобы починку накинуть, я думал, все, это вообще жесть. По сути, кстати, я понял одну вещь. Во-первых, сколько у меня в наличии всполоха? 0. Хорошо, 0 так 0. И я понял, что зачем я чарю сюда починку, вопрос. Зачем я ее сюда чарую? Мне же, по сути, ее чаровать сюда нет смысла. Если мы будем делать новую броню, а мы ее сделаем,
Да, мне, по сути, очаровать нету смысла. Ну, только ладно, ботинки, ну, то есть, можно штаны и робу просто, ну, не то чтобы не тратить, а можно ее убрать. То есть, ботинки можно оставить. Пусть они пока будут, потому что я все равно какой-то комплект брони не смогу сделать. В любом случае. И вот как раз пусть ботинки у меня и будут тем самым комплектом, которого мне не хватает. Ну и все. Следующая очередь у меня... Ну ладно, мне даже почти делать ничего не пришлось. Мне, по сути, надо теперь просто бегать и добывать много алмазов для того, чтобы я мог ну, не расчетверить, а умножить себе алмазики. Также, помимо всего прочего, я же смогу еще и другую руду добывать. Тоже нужно иметь в виду. И, кстати, по поводу вот этой руды мне писали, что типа, мол, почему ты ее не добываешь? Это ведь крутая, типа, очень там руда, типа, добывай ее, она тебе понадобится. Но я такой думаю, сижу, типа, а зачем? Ну, типа, и в самом деле, зачем мне нужна эта руда? Да, с нее делаются прикольные штуки, это я в курсе. Но смысл ли ее делать? Ну, типа, я просто могу показать, что это за руда. Вот она, волшебные обломки. Делаются волшебный лом, а из него делается либо кольцо, либо еще кольцо. Кольцо растет с ничем. Либо вот, типа, при получении урона не меняется ничего. Ну, то есть, вроде бы, да, есть что-то как-то... Есть какие-то приколы, которые здесь можно сделать. Но стоит ли? Ну, такое. Тем более, с моим нынешним... Кстати, это что? Мне просто еще не забывайте свинец нужен. О, свинец. Мне же свинец нужен для Петера. Это тоже нужно не забывать. Это, я так предполагаю, да, это серебро. Ну и все таким же образом, как и с незеритом, будем копать сейчас. Вот, пожалуйста. Алмазики, серебро. Золото тоже, кстати, не помешает. Потому что все руды нам нужны. Ну и все. Ох, не прошло и... Сколько? Не прошло и много времени, как мы уже все сделали. У нас теперь есть в наличии куча алмазов. Прям реально куча. 2 больше с небольшим стаком. Но для того, чтобы сейчас мне их переполирнуть, мне нужно использовать вот это вот алмазное точило, которое со временем, можете заметить, начинает стачиваться. Вот оно и сточилось. И чтобы оно нормально заработало, мне нужно его обновлять. И также, кстати, благодаря этому я еще и получаю сейчас опыт. Тоже немаловажно. Вот тебе и все. Также есть, конечно, грубая киноварь, которую тоже можно дробануть. Чтобы нам и киноварь была, и все, что хочешь. Ну и, естественно, свинец можно тоже передробить. Ну, точнее, передробить, говорю. Переплавить. И что? У нас есть много чего, правильно, незерита. Давай сразу же сделаем сейчас 6 слитков. Ищ. У нас еще есть 7-й слиток. Ой, капец. И что мы можем сделать? Нам надо как минимум размножить... Много сделать этих. Много сделать, где они у меня находятся, только вспомнить бы... Вот. Вот этот вот штучка надо размножить. Пусть будет штучек, ну, 10 хватит. Теперь мы можем выкладывать эти все ресурсы. Они больше нам не нужны. Ну, пока что, терялся в словах. По крайней мере, нам сейчас они не нужны. И теперь мы можем... Где? Вот. Мы можем взять и нашу кирку сделать незеритовой. Лопату можно будет тоже сделать незеритовой. Кстати, еще бы и нет. Можно и сейчас сделать, но только мне опыта не хватает. Лучше этого не делать тогда пока что. Да, 6 незеритовых слитков у нас есть. Но есть одно маленькое но. Чтобы нам сделать броню, которая нам как раз таки и нужна, нам нужна не что иное как... А ну давайте барабанный дроп, кто угадает. А ну. Вот вроде бы кто-то правильно написал в комментариях. Правильно, нам нужен еще игнитовый слиток. И также нам нужны вот эти вот кусочки, кстати, которые там стоят. Они стоят. Они тут есть. О! Да, то, что я сейчас могу нафармить... Кстати, 7 штук выпало, ни хрена себе. То, что я могу нафармить сейчас кучу изодранной ткани, это, конечно, гипер круто и классно и весело. Но есть проблема в кое-чем другом.
Проблема у нас заключается в том, что нам нужно еще добыть кучу вот этих вот эссенций волшебства. И делается это все либо убивав какого-то существа в игре, либо же можно будет просто как-то вот этим вот способом их, так сказать, умножить. Так, ну да, можно их умножить. Но для этого нужно много аметиста и много лазурита. Аметиста у меня, к сожалению, не так уж и много для того, чтобы сделать много этих вот приколов. То есть, по сути своей, я сейчас даже могу допустим, взять это все себе в инвентарь. Допустим, лазурит, допустим, вот аметисты. И, к примеру, я могу сделать сейчас, по сути своей, вот трим. Аметист вроде бы... Нет, не так он делается. Тут нужно концентрированный лазурит, а тут еще и алмазы нужны, кстати. Это поворот. Но все равно много делать смысла мне не сильно большого есть, потому что... Хотя пофиг, какая разница. И вот по сути своей мы можем сделать сейчас сколько? 18 всего лишь штук. Ну это по факту нам просто надо идти фармить где-то много аметиста и все. Потому что нам нам нужно... ну лазурита мне хватит, мне надо аметиста много. Аметист находится только в шахте, к сожалению. Поэтому придется нам искать еще и аметист. Ну и естественно фармить много других вещей. Так, давай смотрим. Так как мы получили свинец, мы можем еще сделать квест на свинец, который находится в Эйдолоне. Вот. И тут мы можем сделать. И вот тебя. Крафт есть. Далее вот жаровня. Та, которая используется у меня для заклинания, а для вот этого вот ритуала, так скажем. Вот. Все, квест выполнил. Жаровня. Осколок душ. Да, ща, братанчик, сделаем, подожди. Сейчас мы это все тебе организуем. На тебе это вот. Давай мне квест. Теургия. Теургия – искусство, основанное на поклонении высшим существам. Богам поклонение и подношение проходят на специальном алтаре, на котором расположено соломенное чучело или каменная статуэтка. Молитвы происходят из-за произношения... Молитвы происходят при произношении заклинаний, описанных в древних знаках существа. В древних знаках существует два начальных знака – священный и греховный. Для приобретения священного необходимо дать артслесию священнику, а для получения греховного – ведьме. То есть нам нужно получить либо знак святости, либо знак греха. Но по сути я могу дать кому? Священнику. Священник это у нас кто? Священник это, если не ошибаюсь... штучка, дрючка. А у меня ее, скорее всего, даже и нету. Это зельеварка. А зельеварки, по всей видимости, у меня... Пруть-прути. 20 тысяч штук. Настолько много, что аж ни одно у меня нет. Я помню, я ее много раз выкидывал, думал, что оно у меня есть в наличии. Но что-то по итогу оказалось, что у меня ее нет в наличии. Вот так. Окей, дальше тигель. Тигель, кстати, у нас сломался на самом деле. Мне бы его починить. По крайней мере, и для квеста, и не только для квеста, в общем, для пользования надо будет его сделать. А приехать. Надо еще палочка какая-то. Вспомнить бы, где она. Она же вроде бы тоже в крафте собирается, если не ошибаюсь, не? Поэтому, скорее всего, надо сделать. Рунное дерево. Есть такое в наличии. И палочки, которых, к сожалению, нет в наличии. Раз и два. Тигель у нас тоже получен, квест завершен. После тигеля я могу сделать серу, могу сделать из вистендера, могу сделать слиток волшебного золота. Кстати, вроде бы все это мы делали. Но только из вистендера я делал. Она у меня есть. А вот по поводу серы я не делал. Хотя я не думаю, что если сера мне надо. А вот волшебное золото, да, мы делали, я помню. Я, правда, забыл, для чего мы его делали. То ли для книги, то ли для чего-то, то ли для посоха, кстати, даже если не ошибаюсь. Для этого, для алтаря духов, точно. Дальше мы можем взять какой-то атам. Особый нож, который волшебники используют для получения разных трав для алхимии при помощи скал. Что? Создайте нож атам. Орнамент, пютер, серебро, жемчуг. Что это за атам? Мне аж интересно очень стало. То есть серебро и золото нам надо. Серебро и золото. И то нам нужно... В этом... А подожди, а там какие-то надо ему... Не надо ему ничего. Хорошо. Серебро, золото, орнамент, слиток и атам. Изящный ножичек. Получаем квест, и теперь мы можем вазон. Особая алхимическая станция для выращивания растений. Зачарованный пепел. Ну, кстати, у меня это все тоже есть, по сути своей. Ну, только ладно, орнамента у меня нет в наличии.
Да, орнамент делается легко, на самом деле, это не проблема. Что надо еще? Земелька обычная. Вот она. 4 досечки. Я надеюсь, обычные подойдут. И по центру ничего. Осколок души и зачарованный пепел. Давай. Осколок души и зачарованный пепел. А ну, что это за станция такая, мне аж интересно стало. Раз, два. Получаем вазон. Квест завершен. Здесь мы можем кучу всего вырастить, я так предполагаю. Но только что-то я предполагаю, так, слегонца, что это делается явно не в доме. И явно не просто так это делается. Ну, по крайней мере, я так думаю. Для этого нам потребуется его где-то поставить, типа, вот здесь. Эти еще тигель надо вернуть обратно на место, на самом деле. Ну, блин, ну давай. Еще и тигель надо вернуть. Чик. Да, верни. Да, сюда на лаву поставить. Эй, ну я вот это, кстати, вот, правда не знаю. Создайте вазон. Бродя по миру, вы можете находить разные растения, которые можно собрать, использовав лишь атам. Корень, мера. Чего? Стебель авены, цветущая лана, семечко силдриана. Блять, кто эти имена придумывал? Это я будто сейчас попал в какую-то турецкую игру. Имена? Не знаю, будто, знаешь, просто по клавиатуре тыкнули и все, и, пожалуйста, молчили. Какое-то непонятное что-то. Ладненько, что дальше по квестам? Есть сердце призрака, выпадает с 5% шансом. Это, кстати, которых мы убиваем в большом количестве, на самом деле. Но только я что-то ни одного не вижу. Сердце. И с маленьким шансом при убийстве призрака вы получите его холодное сердце, от которого веет холод. Но только еще ни одного я не убивал. Также, кстати, по поводу громилы, сердце зомби, я тоже еще ни разу его не находил. И так же самое я его еще ни разу не убивал. Ну, может, ладно, может, убивал, но не находил точно. Ну, это интересно стало. Ну, ладно. Куда мы? Коровы, вы чё? Это у вас там громко. Это было сейчас сильно. Там было прям сильно, очень сильно. Окей, что у нас выходит? Незерское улучшение у нас есть. Все у нас есть. По сути своей мне осталось лишь только отправиться за порошочком Блейза. И просто, по сути, за не осколками, а за стержнями Блейза. И мы сможем сделать игнитовую броню. Да? Ну, по сути, да. Еще нам надо нафармить много лазурита. Ой, аметиста. Чтобы сделать много эссенций волшебства. И также нужно накопить много вот этой вот изодранной кожи. Изодранной ткани, извините. И мы сможем сделать вот эту вот крутую броню мага. Одеяние мага Игниса. В будущем, конечно, мы это все зачаруем еще, но сделаем это уже, пожалуй, в следующей серии. Да, ребятки, вы могли заметить то, что, скорее всего, в этой серии у меня немножко слабый голос, немножко он охрипший, немножко он уставший, потому что я сейчас болею довольно долго, довольно сильно и муторно, поэтому серия, наверное, я не знаю, выдалась, может, короткой, может быть, не настолько интересной, ребят, извините, но... Такая вот неловкая ситуация получилась, и, к сожалению, я заболел. Поэтому, да, в следующей серии мы отправимся на нового босса Сциллу, да, вроде бы как-то так оно называется, давайте сейчас посмотрим. Сцилла, да. И также отправимся за Громилой, или нет, мы отправимся за Солнечной Птицей, вот этой вот. За Солнечной Птицей и за Сциллой мы завтра отправим, то есть в следующей серии отправимся, вот. И также в следующей серии мы сделаем новую броню крутую, зачаруемся и будем продолжать всех убивать. Ну а на таком вот прекрасном заказе я буду заканчивать данную серию. Спасибо всем вам огромное за просмотр. С вами был я, Фир, сборочка Эдениум 1.4. Подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Пишите всякие различные комментарии, советы, просьбы, интересные всякие идеи, которые можно здесь реализовать. Ну а с вами был Эфир. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи. Еще увидимся. Пока!